Приветствую всех на канале, меня зовут Наталья, и сегодня на примере нового комплекта хочу показать, во-первых, как украсить все, во-вторых, как сделать лепнину для плоской поверхности, а также для поверхности круглой, чтобы лепнина, вот вы видите, вплотную подходила к игрушке, как ее сушить, как ее подогнуть, так скажем. И хотелось бы знать ваше мнение по поводу ведения урока. Я немного изменила его и, конечно, хочу знать, нравится вам это или нет. Сегодня я начинаю новую серию уроков с покрашенными заготовками и будем украшать медальон. Проанализировав все ваши вопросы, которые вы мне пишете в комментариях, я поняла, что многие вещи, на которые я не обращаю внимания, для меня как бы они само собой, они непонятны. Поэтому я решила немного изменить ход урока. Впредь я не буду заниматься перечнем материалов, которые я использую. В ходе работы вы будете видеть, что я использую, но при этом я буду более точно говорить, что именно использую, какого размера использую, размер стразовой цепочки. Если это будет лепнина, то я буду показывать, какие именно молды, как я заполняю лепнину, как я ее сушу, как я ее крашу, какую краску использую, покрываю ли я лаком и все мелочи. Возможно, видео будет более длинным, но я надеюсь, более понятным. Ну что ж, приступим. На столе у меня будет лежать шпаргалка для вас, но при этом я буду все показывать и рассказывать. Медальон у меня 8 сантиметров. И буду я его украшать лентой. Она у меня 3 миллиметра, но можно использовать 5 миллиметров. Мы с вами делали вот такие вот бантики, и, по-моему, они здесь очень красиво смотрятся. Конечно, все края обрабатываем огнем. И приклеивать я буду на универсальный гель-клей. Наносим клей. Вот здесь прямо видно срез, где склеено две половинки. И подклеиваем ленту. Если у вас где-то немножко вылез клей, используем спирт и подтираем. Спирт высохнет и ничего видно не будет на ленте. И подклеиваем полностью. Подклеиваю полубусины. Они у меня 4 миллиметра в 2 ряда. При этом я предпочитаю наносить клей именно на полубусины, а не на игрушку. Аккуратно наношу клей. Придерживаю пальчиком и под натяжением подклеиваю. Получается все аккуратно и чисто. Подклеиваем по всему диаметру. Полубусины у нас приклеены. И если у вас такая же заготовка, как у меня, то я покажу, как прикрепить вешалку. Я использую ленту 3 миллиметра, можно использовать 5 миллиметров и 24 сантиметра. Складываю вот такой петелькой, чтобы все было ровно. Совмещаю края. И продеваю. Завязываю узелок. И, конечно, все обрабатываю огнем. Вот что у нас получилось. Проверяем, петелька ровная. И теперь одеваем на заготовку. Так, все помещаем внутрь. И петелька у нас надежно держится. Медальон я буду украшать рамочкой и использую глину Креал. Берем немного глины и разминаем в руках. И затем заполняем молд.
Пальчиком вдавливаем и все заполняем. Теперь, когда заполнили, немного еще так придавливаем, если где-то воздух. И все зачищаем. Лишнее снимаем. Зачищаем так, чтобы у нас все было отчетливо видно и чисто. Я все зачистила, переворачиваю молд и аккуратненько его вытаскиваю. Из этого молда лепнина хорошо вытаскивается. Есть некоторые молды, например, балерина, где тонкие ножки и ручки, то лучше его засунуть на полчаса в холодильник. Точнее сказать, в морозильник. И когда примерзнет, тогда все хорошо вытаскивается. И отправляю свою лепнину сушиться. Сушится она сутки. В данном случае я буду использовать еще молд часы. И чтобы все это подогнать, мы делаем, пока лепнина не застыла. Извините. Вот мои часики. И я их укладываю в рамочку. Рамочку можно немного подтянуть, растянуть, чтобы часики легли ровно. Это делаем, пока все свежее. Вот у меня все ровно легло. И отправляю сушиться. Медальоны и лепнина готовы, поэтому пока отложим. И сегодня я покажу, как украсить шар, как все ровно разместить. Также покажу, как сделать лепнину, чтобы она вплотную подходила. Меня многие спрашивают, как сделать, высушивают ровно и как сделать так, чтобы она согнулась, так скажем. И также покажу, как балерину сделать, чтобы она вплотную подходила под игрушку. И как правильно сделать, чтобы ручки-ножки из молда легко вытаскивались. Подклеиваем ленту так же, как мы делали с медальоном. Клей можно наносить как на ленту, так и на сам шар. Только делать это очень аккуратно. И подклеиваем по всему диаметру. Второй круг ленты подклеиваем. Сейчас я вам покажу, как. Для начала подклеиваем край ленты. Размещаем его посередине. И даем закрепиться. Теперь, когда у нас лента подклеена, под натяжением вот выравниваем и смотрим, чтобы две половинки были одинаковые. Берем простой карандаш и делаем вот такие вот наметочки. Сверху у нас будет наклеены полубусины, поэтому не будет ничего видно. Вот сразу видно, что тут чуть-чуть криво, если шар повернуть. Все выравниваем, отмечаем. Вот у нас видны отметочки. И теперь берем клей. Можно на ленту, можно на игрушку. И наносим посередине клей. И подклеиваем. Даем закрепиться. И так подклеиваем по всему диаметру. Все у нас ровно приклеено. И помним, если вдруг где-то клей у вас выступил, используем спирт и ватку. И все зачищаем. И первый круг приклеиваем полубусины по всему диаметру. Ничего сложного. Первый круг полубусин у нас подклеены. И боковые мы начинаем работать снизу, при этом совмещаем, чтобы у нас все вот было ровно. Наносим клей. Так, всегда вытираем носик, чтобы у нас все было чисто. Я наношу клей на первые 3 полубусины и все совмещаю. И даю закрепиться. Теперь, когда у нас закреплено, все ровно, просто наносим клей на полубусины и подклеиваем. Также поступаем со второй стороны. Все у нас приклеено, получилось ровно и красиво. Теперь займемся лепниной.
Как и в первом случае, заполняем молд глиной и зачищаем. Переворачиваем и аккуратненько вытаскиваем. Этот молд очень хорошо вытаскивается. Вот видите, все получилось отлично. Берем лепнину и укладываем ее на шар. Вот пока она свежая, все аккуратненько укладываем. Чтобы все края прилегали. И в таком виде отправляем сушиться. Она высохнет и примет форму шара. Теперь займемся балериной. Берем молд и также заполняем. При этом обращаем внимание, вот где ручки, ножки, где тонкие детали, все это надо заполнить. Молд у нас заполнен полностью, зачищаем, чтобы все было ровно. И теперь отправляем его в холодильник, в морозилку, примерно на 30 минут. Уже вечер, но стараюсь быстрее вам все показать. Прошло 30 минут, моя лепнина подморозилась, так скажем, и сейчас, вот вы видите, она очень хорошо выходит из молда. И укладываем на игрушку. Так. Она еще немножко замороженная, но сейчас начнет таять. И также вытаскиваем балерину. Вот вы видите, все аккуратно, все вытаскивается. Укладываем на игрушку и оставляем. Сейчас немножко начнет таять и укладываться на форму игрушки. Вот вы видите, как все прогревается при комнатной температуре и ложится ровно на игрушку. Ну вот, практически все легло. И надо еще следить за тем, это в зависимости какая фигурка, чтобы не получилось так, что, например, голова балерины или рука висит в воздухе. Вот вы видите, я смогу здесь закрепить и ноги закрепить. И также здесь ручки, голову и ноги. Ну вот, теперь все ровно легло и оставляю на ночь сушиться. Лепнина сохнет примерно 13-14 часов. И потом она становится твердая. И когда мы ее приклеим, у нас все вплотную, вот вы видите, все вплотную подходит. И хочу знать ваше мнение. Такое ведение урока, где я подробно все показываю, нравится вам? Или все же остаться по-старому, как бы где говорю, что приклеила лепнину, но не показываю? И, как вы видите, комплект начинает увеличиваться. И в следующем видео мы с вами будем украшать ежики и юлу. А на сегодня все. Если мое видео вам понравилось, не забывайте ставить пальчик вверх, мне будет очень приятно. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.